Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Що ж, менше 2 тижнів залишилося до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Там пристрасті просто таки вирують і будемо в цьому розбиратися, а допомагати нам буде Борис Пинкус. Это общественный деятель, президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана. Борис, здравствуйте. Добрый день, дорогие. Дякую. Рад быть на вашем канале. И слава Украине. Героям слава. Борис, Трамп пригрозил Путину ударом по Москве. Байден, в свою очередь, призвал политически заблокировать Трампа. Ну, я так понимаю, вот меньше 2 недель к 5 числу, 5 ноября, когда состоятся выборы президента Соединенных Штатов Америки. Насколько сейчас ситуация обострилась, насколько сейчас все серьезно, потому что разные исследования, разные опросы, где-то опережает Трамп, где-то Камала Харрис, есть swing states, да, которые не определились и нужно с ними работать. Борис, какая ситуация сейчас? Сложная. При всем том, что, знаете, вот это вот противостояние, оно нарастает между двумя Америками, я вам прямо скажу, я имею в виду сторонников Трампа, которые за консерватизм, за ценности, которые были заложены отцами-основателями в основу этой страны, это ценности семьи, ценности общины, сохранение языка. Кстати, у нас, я вам напомню, у нас нет государственного языка. Запомните, несмотря на то, что мы все говорим на английском, у нас английский язык не является государственным. Так вот, Трамп за это тоже, чтобы английский был признан государственным языком, за легальную иммиграцию. Многое-многое из того, что сегодня сильно ударило по имиджу, по имени Америки. И другая Америка, та самая, которая заражена этим вирусом социализма, вседозволенности, уступничества, вы знаете, попирание ценностей семьи, когда уже ставится под сомнение, знаете, вот принадлежность той или иной гендерной, знаете, вот биологической принадлежности, к примеру, там. В общем, жуть, если начать перечислять по пунктам. И, тем не менее, вот даже несмотря на то, что осталось меньше 2 недель, и все равно обстановка настолько, вы знаете, меняется с переменным успехом, незначительным в ту или иную сторону, что мне кажется, что до последнего дня, и даже когда закончатся выборы, еще будет трудно определить, кто победил. Я очень склонен к тому, что победитель будет определен тоже, как и в последних 2 выборах, прошедших президентских, по подсчету голосов выборщиков. Наверное, к этому все придет. Именно поэтому идет борьба за голоса где-то 11, я подчеркиваю, даже не 7, а именно 11 штатов, где еще нет четкой, знаете, такой тенденции в пользу того или иного кандидата. Да, Борис, если говорить о высказывании, вот Трамп дал интервью The Wall Street Journal, и он сказал, что он готов ударить по Москве, и если, грубо говоря, Путин не выйдет с Украины. Насколько серьезны эти слова? Ну и, Борис, много раз мы с вами говорили, много экспертов говорят, что не знать, что ожидать от Трампа. Ну вот, может, сам Трамп не знает, чего от него ожидать в этом вопросе. Как вы считаете? Ну, я вам, Игорь, дорогой, вот мы пытаемся говорить как есть. Ну, лично мне Трамп не мой дядя, он не дедушка мой, никто. Вы понимаете, да? Да. Я много лет прожил в этой стране. И побольше тех экспертов, которые здесь претендуют от имени Америки говорить, и даже не живя, не проживая в этой стране, а если бывает наездами, раз-два, я знаете, вот пообщался с друзьями, как они говорят, там их принимают, их встречают, их охраняют. Это чушь. Здесь надо жить десятилетиями, здесь надо растить детей, внуков и платить налоги, чтобы сравнивать того или иного президента с тем, кто сегодня, например, хочет
хочет быть президентом Америки. Это будет вот уже 7-й президент. 7-й. Там были и республиканцы, и демократы в моей биографии американской. И мало того, я не был таким вот, знаете, со стороны. Я принимал участие во всех этих выборах. Я был в избирательных кампаниях каждого из республиканских президентов, начиная с Буша-старшего. Поэтому, вы знаете, Трамп не может, знаете, идти против, прежде всего, большинства американцев, а большинство американцев это более 60% за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы, это раз. Во-вторых, двухпартийное единство, друзья мои, забудьте там о республиканцах, демократах. 2 партии в большинстве своем в Конгрессе за помощь Украине до полной ее победы. 61 миллиард, который был выделен, пусть даже на бумаге 20 апреля этого года, а он ведь был, собственно, инициирован республиканцами, одобрен Трампом. Без Трампа этого бы не было. Именно за неделю до того, как вынести на голосование, Майк Джонсон, спикер, пошел к Трампу, Мар-а-Лагу, приехал и получил его добро. Только после этого он вынес это на голосование. И честь и хвала, нельзя отрицать этого. Большинство демократов в Нижней Палате тоже поддержало это. Вот это говорит о том, что Трамп не может идти против, пожалуйста, и народа, и большинства республиканцев и демократов, которые представляют этот народ в Нижней Палате. Вот это очень важно. А потом, ведь Трамп не любит проигрывать. Он победитель везде. Несмотря на то, что он проигрывал в бизнесах, терял, имел банкротство, трижды крупнейшие, терял миллионы. Но честь и хвала ему за его волю, за его стремление защитить свое имя. Он это сделал. Не просто встал на ноги, но и приумножил свое богатство. Вот этим он подкупает. А потом, друзья мои, вы что думаете, он не пустые слова бросил, вот сейчас сегодня в Wall Street Journal, о том, что он открыто сказал Путину, что если он пойдет на Украину, он будет бомбить Москву. Это не было случайно. Даже путинское окружение не смогло опровергнуть это, друзья мои. Вы посмотрите слова Пескова. Он не сказал, что такого не было. Абсолютно нет. Это о чем говорит? Это говорит о решимости Трампа. И он может это сделать. Сколько мы потеряли за эти 4 года, пока Байден в Белом доме? Ужас, ужас. Не только война в Украине началась, и Трамп прав, при нем бы этой войны бы не было. Он бы не осмелился, ведь Трамп его предупредил. И не было бы, конечно же, 7 октября, той самой трагедии продолжения Холокоста еврейской истории, не было бы. Почему? Потому что Трамп знает. Он знает, что он лидер страны, которая за мир, но с позиции силы, мощи военной. Вот за это Трамп. Он это сказал еще на съезде нашем, когда он был номинирован 15 июля. Он был номинирован, и он сказал об этом, что он за мир, но за мир, основанный на американской военной мощи. Вот так вот должно быть. Поэтому это не пустые слова. И его не зря ненавидит Путин, страшно ненавидит. Не зря ненавидит тот же Си Цзиньпинь и тот же Ким. А я не говорю про Аятоллу, потому что они понимают, что 5 ноября будет решением их судеб. Трамп знает, что делать, и сделает. Обязательно сделает. Но я бы не хотел, чтобы, во-первых, мир ждал 20 января будущего года, а тем временем Украина теряет каждый день гражданское население, военных. То же самое, вы посмотрите, тому же Биби Нетаньягу не дают возможности атаковать эту Айатоллу. Не дают, тот же Байден не дает. По одной причине. Не эскалировать, не провоцировать, не столкнуть. Старая байка, надоевшая, отвратительная, преступная. Вот это должно меняться с приходом Трампа.
И Путин не случайно, он говорил правду, когда он говорил, что он за Байдена, а в последнее время открыто сказал, что он за Харрис. Это не была шутка, как они потом пытались перевернуть. Это была правда. Потому что именно при Байдене и Харрис все позволяется. Пожалуйста, атакует сегодня каждый день Путин и Киев, и Запорожье, и Одессу, и Харьков. Куда он хочет бьет. Безнаказанно. И дело дошло до того, что сегодня, пожалуйста, БРИКС. Посмотрите. Не сегодня, завтра 40 стран войдут в эту организацию. Хотя ее преподносят как экономическую, неправда. Цель одна – создать военный альянс. Противовес этому бумажному тигру, которым является НАТО. Я не могу не коснуться, знаете, вот предложений, план победы Зеленского. Прекраснейший план, где он задел две болевые точки Запада. Прежде всего нашей страны, Америки. Где он первое предложил, даже я, например, выделил бы номер один, помочь Украине победить в этой войне с тем, чтобы украинская армия была щитом Европы. Именно щитом. Сегодня ей нет равных в мире. Это надо признать. Почти 3 года, 2,5 года больше. ВСУ воюет с армией, превосходящей украинскую армию и в живой силе, и в количестве оборудования, и в качестве оборудования. По сей день. Более того, Украина с 24 февраля 2022 года смогла отвоевать большую территорию из оккупированных, которая сегодня все еще занята российскими варварами. Это никому не удавалось. Несмотря на то, что есть помощь Запада, да, этого нельзя отрицать, но помощь-то по чайной ложечке. Ведь я говорил и повторю еще раз, никакие атакамсы, никакие абрамсы, леопарды и так далее сами не работают. Они должны быть в руках смелого, храброго патриота своей страны, каковым сегодня является солдат ВСУ. Честь и хвала которому. Поэтому я возвращаюсь к плану Зеленского. Еще раз подчеркну, это было потрясающее предложение. Это был удар по тем скептикам, по тем недоброжелателям. К сожалению, и они есть и в нашей партии, но их меньше, чем, например, среди демократов. И тем не менее, это был удар по ним. С тем, чтобы заткнуть им рты, которые говорят, а на кой черта нам эта Украина нужна? Это проблема Европы. Да пусть Европа и занимается этими вопросами. Мы должны сосредоточиться на Китае, например. А вот сегодня Зеленский говорит, нет, подождите. Во-первых, война идет в центре Европы. Okay? И если сегодня падет Украина, не дай бог, что этого никогда не будет, и завтра варвары будут уже и в любой другой европейской стране. Польша, Прибалтика, далее со всеми остановками. Так вот, мы для этого есть. Мы можем остановить их. Не просто остановить, дать им понять, что дальше дороги нет. А для этого дайте нам только оружие. Вот это квинтэссенция главного плана победы Зеленского. Я не говорю о многих экономических предложениях потрясающих, которые тоже не менее важны, чем все остальное. Вот это есть сегодня. И сегодня, как никогда, у нашего обывателя, который придет или уже начал ходить на избирательные участки голосовать, в повестке дня за многие десятилетия, кроме бытовых проблем, с которыми мы действительно сталкиваемся, которые уничтожают нашу страну изнутри, впервые у обывателя повестки дня есть и международные вопросы, такие как Украина и Израиль. Вот это очень важно. И это сегодня невозможно просто, знаете, отнести в сторону, забыть или убрать, и сказать, нам это не нужно, нам важнее всего высокие цены на товары первой необходимости, преступность, там, нелегальная миграция. Так нет. Параллельно одно за другим. Украина, Израиль и все остальное, что у нас внутри. Вот так стоит сегодня разговор. Поэтому сегодня шансы Трампа велики.
велики очень. Я так думаю, что все-таки разум у американского народа победит. Народ понимает, с чем сталкивается сегодня Америка. На Америку смотрит весь мир сегодня. Сегодня такое впечатление, что Америка является столицей всей планеты. И выбирается президент всей планеты. Почему? Да потому что от того, кто будет в Белом доме, будет решаться и внутренняя, и внешняя политика. Вот настолько это важно. Борис, также хотел бы вспомнить, Зеленский высказался, что и Трамп, и Харрис смогут сделать что-то по войне в Украине до января. Что имелось в виду, как вы считаете? Ну, конечно, у Харрис, она же еще остается вице-президентом, как бы не было. Она будет оставаться вице-президентом, даже если проиграет, она будет оставаться вице-президентом до 20 января. То есть она еще будет наделена достаточно властью, знаете, которая является прерогативой исполнительной власти. Понимаете как? Поэтому от Харрис будет очень многое зависеть. Очень многое зависит. Очень многое. Поэтому, ну, и один главный вопрос – это, вы знаете, вот те слова Остина, которые он произнес в первые дни войны в Украине, мы перевернем воздух, землю и небо, чтобы помочь Украине победить, эти слова уже не произносятся, они уже забыты, к сожалению. Так вот, это должно быть реализовано. Обещания надо выполнять. А это во власти именно Харрис. Я уже не говорю про этого Байдена овощи, который просто передвигается настолько, насколько он может. А вот что касается Харрис, если она действительно является патриоткой Америки, она обязана сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину теми видами вооружений, которые приведут ее к победе. И вот я не могу... И вот план Зеленского, он является как раз-таки подручным для байденской администрации, которая должна этим воспользоваться, хотя было немало критики из окружения Байдена о том, что там ничего нового нет, НАТО нереально, и многое-многое другое негативное. Это почему это делается? Вот это делается в угоду, я вам прямо скажу, тому же Путину. Именно это воодушевляет его, это его окрыляет, это толкает его, как тот самый наркотик, его толкать на безумные шаги. Чем он продолжает заниматься? А вы посмотрите, какая его речь на этом БРИКСе победителя. Поэтому, друзья мои, это все, вина всему этому именно вот такая вот уступническая политика администрации Байдена, в которой не меньшая вина на самой Харрис. Вот это нас пугает. Но есть у меня позитив, друзья мои. Вы совсем недавно должны были узнать из средств массовой информации о том, что один из ближайших друзей Украины, председатель комитета по разведке Майк Тернер, от имени, знаете, вот нашей республиканской партии обратился к Байдену, чтобы он незамедлительно принял решающие меры по пресечению участия Северной Кореи в оказании помощи России в войне против Украины. Это настолько важно, что война разгорается, начинается открытое участие уже живой силы третьей стороны, и на что смотреть мы дальше не можем. И я думаю, что это письмо не останется без продолжения со стороны, по крайней мере, той группы конгрессменов и сенаторов в Конгрессе, которая включает в себя двухпартийное единство. Я думаю, вот это в ближайшее время может стать определяющим в дальнейших событиях. И это, несомненно, может отразиться и даже на выборах 5 ноября. Борис, как вы оцениваете съезд участников БРИКС в Казани? Это поражение, потому что там 36 представителей, только 22 на высшем уровне. Ну и мы знаем, какие это страны. Это и вот оттуда Бразилия, оттуда Южная
Африка, извините. Да. Да, также президент Казахстана Такая сказал, что он не поедет. Президент Сербии Вучич, казалось бы, да, братский народ, сказал, что у меня есть важнее встречи, поэтому меня тоже не будет. Лулу да Силва, Бразилия, да, тоже не приехал. Ну, опять-таки, СМИ неоднократно спрашивали в Путина, как он считает, почему вот Россия есть младшим братом Китая. Ну, он, конечно же, пытался как-то ответить, что да нет, да мы все равные здесь. Вот БРИКС. Что для вас БРИКС, что для Соединенных Штатов Америки БРИКС? Ну, БРИКС был создан, как вы помните, в 2006 году. Инициатива была российская. Но сегодня Россия там не играет роли практически большой. Там лидер Китай. Именно Китай поэтому и приехал, показав, что именно он является decision maker, как говорят у нас в Америке. И тем не менее, я, например, считаю, что сам факт появления БРИКСа, и не только БРИКСа, самого, но и его действия, одним из угрожающих, на мой взгляд, является дедоларизация, это замена доллара внутри бриксовских отношениях на внутреннюю валюту, прежде всего Китай проталкивает свой юань, все это говорит о полном провале администрации Байдена за все эти годы. Я вам приведу пример, чтобы, знаете, как-то еще привести доводы украинским нашим зрителям, слушателям, которые напуганы Трампом, мозги которых промыты антитрамповской, антиреспубликанской пропагандой, даже русскоязычными экспертами, к сожалению, которые играют на руку именно Путину, они помогают Украине этим самым. Так вот, я хочу сказать, что при Трампе Китай ходил по струнке. Трамп заставил Китай пересмотреть тарифы пошлинные на товары, ввозимые в Америку, да так, что 350 миллиардов долларов стали поступать в казну американскую. Си Цзиньпинь проглотил это. А я не говорю о Киме, диктаторе северокорейском. Никто не хочет вспоминать о том, что именно при Трампе этот Ким прекратил испытания своих ракет. Трамп приехал туда, если вы помните. Он пытался, знаете, вот сблизить лидеров двух Корей. И дело дошло до того, трудно даже поверить в это, что именно Ким, этот диктатор северокорейский, произнес, что он хотел бы объединение двух Корей по типу двух Германий. Это были слова Кима. Вы можете себе представить сегодня вот это? Абсолютно немыслимо. Почему? Да потому что Трамп всегда говорит, что у меня... Помните, они спорили о кнопках? Когда тот заговорил, что он может применить кнопку, а Трамп сказал, а у меня кнопка намного больше, чем твоя. И этот Ким заткнулся. Он больше не стал говорить об этом. А потом они еще и встретились. Он его принимал, друзья мои, прямо на границе двух Корей. Вы помните, такая была условная линия, через которую переступали эти два лидера корейских? И Трамп был посередине. Просто Трампу не дали довести это до конца. Чем? Двумя импичментами, судебными преследованиями, знаете, штрафами огромнейшими. Другими словами, из 4 лет практически Трамп был президентом 1,5-2 года. Остальное время он вообще был занят вот этими судебными тяжбами. Вот в этом вся проблема. И вот они все, эти диктаторы, просто молят каждый день Всевышнего, чтобы Трамп проиграл. Мало того, они же еще и действуют. Пожалуйста, самый наглядный пример. Арестованный, например, пакистанец, который был открыто сказал, что он был заслан Ираном, чтобы убить Трампа. Или, например, попытки, уже 2, еще кроме этого, значит, покушения на Трампа.
Слава богу, одно из них благополучно закончилось, ранив его ухо только. И тем не менее, таких случаев могут быть еще немало. У нас есть еще время до 5 ноября. У нас в истории известно немало случаев, когда покушались на президентов. 4 из них были убиты. 18 попыток было сделано за всю нашу историю, начиная с 1776 года. А где гарантия, что тот же Путин, люто ненавидящий Трампа, не имеет КГБшников среди тех 20 тысяч россиян, которые пересекли нашу границу с Мексикой за один только прошлый год? Где гарантия, что среди них нет КГБшников? Поэтому все можно ожидать. Эти враги все спят и видят, и молятся на Харрис, на демократов. Так я вам больше скажу, вы посмотрите, сейчас шум разгорается. Лейбористы Великобритании сегодня засылают десант своих однопартийцев в поддержку Харрис, чтобы они разъехались по этим колеблющим штатам и проявили так называемую волонтерскую работу по оказанию помощи. Это и есть нарушение наших законов, между прочим. Сейчас идет расследование. Мы посмотрим, к чему это приведет. Другими словами, сегодня клич не только, знаете, социалисты всех стран объединяйтесь, но и все диктаторы всех стран объединяйтесь. Таким образом, сегодня социалисты и все диктаторы по одну сторону фронта. Все ненавидят Трампа. Борис, и также хотел спросить вас о, конечно же, план победы. И первый пункт плана – это приглашение в НАТО, Северный Союз. Чего ожидать? Потому что мы знаем такое холодное отношение Трампа к этому альянсу. Как вы считаете, что будет после того, если станет Трамп президентом, с НАТО и Украиной в НАТО? Во-первых, то, что НАТО нуждается в реформах, в этом нет никакого сомнения. Возьмем 2 пункта из устава НАТО. Первый – это членом НАТО не может быть страна, если она находится в состоянии войны. Это барьер для Украины сегодня. Второй барьер – это членом НАТО может быть страна только в том случае, если будет 100% голосование за всех членов НАТО. Их сегодня 32. Поэтому, учитывая, что Украина находится в состоянии войны, это раз. И как минимум, Турция, Венгрия, Словакия выступят против членства Украины в НАТО. В этом можете не сомневаться. Поэтому я возвращаюсь к Трампу, который говорил в бытность своего президентства. Он никогда не был против НАТО. Это демократы внушают обывателю, что, вы смотрите, это он за изоляцию, он отрывает Америку от цивилизованного мира. Против НАТО? Это же ужас! Как можно? Чушь собачья. Многие международные институты покрыты мхом. Они настолько стали античеловечными, что их надо коренным образом реформировать, если не, знаете, просто расчленять на более мелкие организации, более значимые, более эффективные. Я к этому отношу не только НАТО, но и та же Организация Объединенных Наций, к примеру. Да и сам Европейский Союз имеет массу проблем, которые должны решаться, они не решаются. Вы понимаете, все вместе взятое. Трамп был против НАТО, да. Первое. Он осуждал НАТО, говорит, слушайте, вы же иждивенцы. Сколько можно полагаться на Америку как на няньку? Вы же лучше нас живете. Продолжительность жизни среднего европейца выше, чем у американца. Почему европеец может отдыхать 30 дней в неделю, в месяц, в году, а мы, американцы, только 12 дней? Речь идет о государственных структурах, я не говорю о частных компаниях.
Почему? Почему мы должны пахать за нашего брата, европейца, когда европеец давненько уже благодаря нашему плану Маршалла встал на ноги, уже вот так жирует и не думает о том, чтобы хотя бы о себе подумать, о своей защите. Поэтому он говорит, вы мало того, устав НАТО не выполняете, не внося по 2% от вашего ВВП в бюджет НАТО, так вы еще и продолжаете просить у Америки дополнительно виды вооружений. Так вот, Трамп говорит, так дело не пойдет. Баста. С сегодняшнего дня мы кончаем эту, знаете, халяву. Давайте по-другому. Германия – крупнейшая экономика в Европе. Почему она не платит? До сих пор платит меньше 2%. Почему? Так вот, Трамп сегодня уже говорит, дай бог вернуть Белый дом, уже будет 3%, а не 2%. Это первое. Второе. Никаких голосований или принятия кандидата как члена НАТО по 100% голосованию. По большинству голосов. Вот это будет уже мостик для Украины. Более того, потрясающее предложение Зеленского о том, что украинская армия может стать именно армией Европы, защищать ее, что она, собственно, сегодня и делает. Сегодня не НАТО защищает Украину, а Украина защищает НАТО. Так вот, Зеленский предлагает придать статус, официальный статус армии Украины, защитницы Европы. Вот это здорово, это понравилось нашим республиканцам. И этим самым Зеленский заткнул рты тем, которые говорили, что Украина это не наша проблема, это армия, это проблема Европы, пусть они сами решают. А вот после этого они не знают, что сказать. Прекраснейшее предложение. И тем более ВСУ сегодня лучшая армия в мире. Это мое убеждение. Не только мое. Многие эксперты военные говорят, что украинская армия одна из лучших в мире сегодня по опыту ведения войны. Не где-нибудь, не в каких-то кишлаках Афганистана или, например, Ирака. Нет. Это в центре Европы, друзья мои. Против армии, еще раз повторяю, которая превосходит по сей день и в живой силе, и в количестве оборудования, и в качестве оборудования. Украина доказала, что она умеет воевать и даже преподавать уроки, как надо воевать в центре Европы. Вот этом заслуга украинской армии. Поэтому Зеленский имел основание предложить это. И это с удовольствием принято нашими республиканцами и некоторыми даже демократами. Это очень важно. Поэтому, говоря о том, что Трамп, например, если он, дай бог, победит, конечно, он все поставит на свое место. И НАТО он реформирует. Я не говорю уже об Организации Объединенных Наций. Этого Гутиереша надо посадить на скамью подсудимых. Я не сомневаюсь, что если начнется расследование, можно будет доказать, что он коррумпированный, что он любезничает с тем же Путиным не случайно. И сегодня его участие в этом БРИКСе, несмотря на то, что этот убийца, сегодня Путин, которому выдан ордер на арест, знаете, вот это организовывает этот шабаш, и этому Гутиерешу поехать, и еще, знаете, пожимать руки этому преступнику, это в какие ворота? Я не говорю о том, что Гутиереш позволил и даже, наверное, сам предложил России стать председателем Совбеза, друзья мои, в Организации Объединенных Наций. Я продолжу. Не без участия того же Гутиереша Иран является лидером, знаете, вот возглавляет организацию по правам человека при ООН. Где такое слыхано? Вы мне скажите. Вот так вот, друзья мои. Вот сколько накопилось, сколько нужно сделать реформ или полностью изменить все на корню. Вот это все стоит Трампом. Я вам больше скажу, в истории Америки еще не было ни одного президента, который бы входил в Белый дом, принимая вот такое жуткое наследие, которое сегодня перед лицом того же Трампа, дай бог, если он победит. Это две войны, которые могут перерасти в термоядерную. Это потеря влияния Америки везде,
где только можно. Мы потеряли Индию, ту самую Индию, в которую мы вложили миллиарды на ее вооружение. Сегодня Индия больше балансирует в сторону России. Okay? Мы потеряли ряд африканских стран. Америку вышвырнули из 7 нашей военной базы, из 7 африканских стран. Мы потеряли ряд стран в Латинской Америке, в том числе Мексику. Ту самую Мексику, которая сегодня больше склоняется даже к Китаю. Где Китай, где Мексика и где мы. Вот делайте из этого выводы. Вот такое положение, вот такое наследие сегодня должен, дай бог, принять Трамп. И только ему удастся разрулить это все. Больше никому. Никакое, знаете, вот уступничество, никакие там разговоры о правах человека. О чем вы говорите? Сегодня на войне надо быть как на войне. Украине надо позволить бить туда, куда она хочет и может. Почему бандитам позволено бить по Киеву, а Украине запрещено бить по Москве? Где такое написано? И кем оно написано? Вы мне скажите. Этого не будет. И поэтому я возвращаюсь к началу нашей беседы. Трамп не случайно напомнил, между прочим, именно сейчас, в преддверии выборов, что он говорил Путину, что он долбанет по Москве, по Кремлю с его куполами. Он не случайно это сказал. Он послал этот месседж Путину. Имей в виду, дружок, приду в Белый дом, разговаривать я не буду. Я буду действовать. Вот такие нас ждут перемены. Борис, большое вам спасибо за этот разговор. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся еще до выборов в Соединенных Штатах Америки. Ну или вот когда будут выборы идти, мы с вами как раз и проговорим эти процессы важные. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам большое, ребята. Обращаюсь ко всем украинским нашим зрителям, слушателям. Мы победим обязательно. Другого пути нет. Трамп победит. Победит Україна. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Борис Пінкус, це є громадський діяч і президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана. Будь ласка, ставте свої лайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться нашою розмовою.